Небольшой провинциальный городок давно уже укутала ночь. Его жители спали мирным сном. Ни гул редких электричек на удаленной станции, ни вой бездомных собак, ничто не нарушало покоя. И никто не знал, что на старом городском кладбище, где криво стояли деревянные кресты и ржавели безымянные таблички, творилось нечто пугающее. Там, у дальней ограды, на запущенном участке, где хоронили бездомных, двое мужчин усердно копали землю. Земля летела в стороны, лопаты с глухим звоном ударялись о камни и корни. Мужчины работали быстро и слаженно, хотя лица у них были хмурые, как у людей, знающих, что делают нечто запретное. На лавке у могилы сидела женщина. В темноте ее черты казались вырезанными из камня, ни одного движения, только руки стиснуты в кулаки. Она не спускала глаз с копателей. «Ну что, передумали?» — устало спросил один, вытирая лоб тыльной стороной руки. «Может, все-таки не надо? Покойника тревожить — дело нехорошее». «Копайте», — коротко ответила она. «Я заплатила. Дело сделайте и уходите». «Ладно», — проворчал второй. «Только я не пойму, что вы хотите там увидеть. Он уже месяц как в земле». «Мне только убедиться». Голос у женщины был твердый. «Странная вы». Первый снова вонзил лопату в землю. «Кто ж за гроб платит, чтобы просто взглянуть?» «Это мой сын», — сказала женщина после короткой паузы. «Я должна знать, он ли там». Копатели замолчали. Один что-то прошептал другому, и оба переглянулись. Видно было, считают ее сумасшедшей. Но ей было плевать. Деньги получены. Пусть работают. Женщину звали Надежда. Простое имя, такая же простая жизнь. Родила она сына поздно, уже после 40. Долгие годы пытались с мужем, ходили по врачам, пили таблетки, молились. Все без толку. Потом муж не выдержал, ушел к молодой, здоровой. Та родила ему быстро 2 девчонок. А Надя осталась одна. Осталась и не сломалась. Она работала в бухгалтерии, вела отчетность, заполняла ведомости. Тихая, незаметная женщина, о которой никто особенно не вспоминал. А потом в поселок приехал Саша, молодой специалист, агроном после института. Приходил он в кабинет к председателю, и вот тут-то Надя его и приметила. Он смотрел на нее сначала с интересом, потом с тем самым взглядом, от которого у одинокой женщины начинался жар. Он подвез ее однажды на машине. Разговор зашел о погоде, о картошке, о дороге, и вдруг все как-то завертелось. Она сама не поняла, как пригласила его на чай. А потом, как оказалось с ним в постели. Утром она уже не узнавала себя. Саша, улыбаясь, застегивал рубашку и говорил, что все нормально. Она молчала, думая, что ей 41, а ему 23. Куда уж. Люди в деревне сразу узнают, кто с кем и осудят. Поэтому Надежда попросила его больше не приходить. Он не спорил. Пропал из ее жизни так же легко, как появился. А вскоре она узнала, что беременна. Врачи качали головой. Возраст, риски, не надо. Но Надежда только улыбалась. Это было чудо. Она все равно решила сохранить ребенка. На отца наплевать. Это был ее сын. Только ее. Влад родился крепким, веселым мальчишкой. Он стал смыслом ее жизни. Он рос умным, добрым, всем в поселке был любим. Участвовал в олимпиадах, играл в футбол, приносил матери грамоты. Надежда жила, дышала им. Его мечты стали ее мечтами. Она верила, вот вырастет, уедет, будет человеком, а она хоть бедно, но со счастьем. А потом, в 11 классе, Влад заявил: «Мама, я пойду в армию», а уже потом в университет. «Но зачем?» — испугалась Надя.
Ты и так можешь поступить. Зачем терять год? Зато потом будет легче. И по льготе поступлю, и не будут каждый год таскать. Да и надо, мама. Служба — это честь». И не отговорить его было. Проводы устроили теплые, все друзья были. И Аня — его первая любовь. Хорошая девочка, скромная, вежливая. Надя представляла ее невесткой, и сердце сжималось от тихой радости. Потом поезд. В глазах слезы, объятия. А через месяц все пошло под откос. Сначала новости, война, стрельба на границе. Где-то там, где Влад служил. Сердце матери разрывалось. Но вскоре Влад позвонил сам. «Мама, все нормально. Мы на учениях. Нас в зону не пускают». Она не верила до конца, но цеплялась за каждое его слово. А потом тишина. Неделя. Вторая. Третья — ни звонка, ни сообщения. В военкомате ей говорили: «Не беспокойтесь, все хорошо». А внутри все скручивалось от страха. И вот спустя месяц ее вызвали. «Ваш сын умер. Сердечный приступ». Надежда не закричала. Она просто села и замолчала. Потом узнала. Его уже похоронили. Там. Без нее. Без прощания. Даже тело не показали. Через неделю ей привезли документы. Надя бросила их на стол. Смотреть не могла. Но Аня взяла, прочитала и замерла. Тут написано «пневмония», а вы говорили «сердце». И в голове у Надежды все зашумело. Несостыковки, ошибки, спешка. Что-то здесь не так. В части ей сказали, эксгумация запрещена. Возможно, вспышка инфекции. На кладбище показали могилу. На табличке ошибка в дате рождения. «Не совпадает», — сказала Надя. «Я сама все узнаю. Хоть голыми руками могилу разрою». И она действительно решила это сделать. За хорошую сумму нашла 2 бездомных. Пообещала все, что накопила, почти 200 тысяч. И вот среди ночи копатели ударили по крышке гроба. Надя замерла. Лопаты скользнули, гроб вытащили, открыли. Он был пуст. «Где тело?» — закричала она. Мужчины испугались, хотели закопать, но Надя не дала. Позвонила в полицию. Началась проверка. Докопались до правды. Влад не умер от болезни. Он пропал без вести после обстрела. Возможно, погиб. Тело не нашли. Чтобы не оформлять сложные бумаги, решили сделать проще. Записали как умершего от пневмонии. Похоронили пустой гроб. Командиров уволили. Но сына вернуть это не могло. Прошли месяцы. Надя постарела лет на 10. Аня всегда была рядом. И однажды, утром, в окно постучали. На пороге стоял Влад. «Мама, я вернулся». Надежда упала в обморок. Очнулась на кровати. А рядом сидел он. «Меня контузило. Попал в плен. Долго держали. Обмен только недавно состоялся. А потом проверки, запреты. Но я жив. Я дома». Надя плакала, не веря своему счастью. Теперь Влад учится в институте. Аня рядом. Они собираются пожениться. А Надежда просто снова живет. Живет с благодарностью, потому что ее сын жив, и больше ей ничего не надо. Дорогие зрители, а как вы думаете, чувствует ли мать своего ребенка сердцем? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.